Первая трехмерная игра серии Grand Theft Auto, с которой многие начинали знакомство, начисто забывая, что многие механики были заложены еще в предыдущих играх серии. Тем не менее, именно третья игра познакомила игроков со свободой действия в полностью трехмерном городе. И этот город постоянно реагировал на действия игрока. Так что любовь и теплые воспоминания вполне заслужены. А недооценивать влияние GTA 3 на весь жанр и остальные игры не стоит. Первый релиз игры состоялся на PlayStation 2 в октябре 2001 года. В 2002 игра была портирована на персональные компьютеры и еще через год, осенью 2003, вышла на консоли Xbox. Для ПК ситуация вполне ясна. Куча модификаций, высокие разрешения и стабильная частота кадров. Игра запускается и на современных системах, а подтянуть графику не составит труда, как и включить режим 60 кадров в секунду. Мне же интересно сравнить самый первый релиз на PlayStation 2 и релиз на Xbox, который был последним до HD эры. Итак, то, что заметно сразу. Обе версии игры работают при видеорежиме консоли 720 на 480, но у Xbox это прогрессивный режим, а у PlayStation 2 лишь черестрочный. К тому же Xbox рендерит картинку в полном разрешении своего видеовывода, PlayStation 2 же рендерит изображение 640 пикселей по ширине и немного меньше 480 по высоте. В паре с отсутствием сглаживания и фильтрации текстур это приводит к неприятным эффектам на дальних планах в PlayStation 2 версии. Но эта же фильтрация текстур на Xbox хоть и помогает в таких ситуациях, иногда она приводит к замыливанию на дальних планах. Также на Xbox добавили улучшенное освещение и отражение на автомобилях. Последнее, на мой взгляд, особенно красиво по сравнению с PlayStation версией. Дальность прорисовки. Да, она отличается, на Xbox чуть лучше, но это так незначительно, что говорить о каком-то преимуществе, на мой взгляд, не приходится. Также в Xbox версии были переработаны модели. Увеличено количество полигонов, что повысило детализацию и сделало некоторые анимации вроде ходьбы чуть более адекватными. Лица стали лучше выглядеть, одежда, а также на руках теперь видны отдельные пальцы. Также изменились модели почти всех зданий. Добавились детали, местами поменялись текстуры. Иногда на те же самые, но более высокого разрешения, иногда же они полностью отличаются от PlayStation версии. В целом, геометрия зданий стала более комплексной, хотя некоторые изменения, на мой взгляд, не привносят ничего нового. Модели автомобилей стали тоже более детализированными. Кроме более круглых колес, внутренности автомобилей теперь не просто натянутые текстуры, а проработаны в 3D. Вслед за освещением и геометрией на Xbox был улучшен и звук. На консоли от Microsoft он хранится при частоте дискретизации 44 кГц, когда как даже ПК-версия на тот момент хранила звуки и музыку максимум в 32 кГц. И, наконец, производительность. Xbox заметно мощнее PlayStation 2, поэтому очевидно, что преимущество на его стороне. Но и у PlayStation 2 не так все плохо, как в Vice City или San Andreas. Наполнение города скромное по сравнению со следующими играми серии, поэтому и PlayStation выдает играбельный фреймрейт.
Да, у Xbox дела значительно лучше, но есть другая проблема. Думаю, вы заметили частые значения выше 30 кадров в секунду, хотя обе игры целятся именно в 30 кадров в секунду. Это результат тиринга. Кадры рвутся, мой алгоритм принимает их за два разных кадра, а я все никак не могу найти в свободное время, чтобы написать дополнительный код обнаружения этого самого тиринга. В целом, версия Xbox превосходит PlayStation 2 во всем. Но на мой взгляд, у PlayStation здесь не такие большие потери, как это было, например, с Max Payne. Все это не делает Grand Theft Auto 3 неиграбельной на платформе от Sony. Но если вы выбираете между этими двумя консолями, выбирайте версию Xbox, точно не ошибетесь. Если не принципиальная игра с геймпадом на диване, на ПК с помощью модификаций перенесены многие положительные изменения из Xbox версии. Добавлены новые, игра работает в высоких разрешениях и при 60 кадрах в секунду. Поэтому, если вас это устраивает, выбирайте версию для ПК с модификациями.